От 400 до 1000 квадратных километров российской территории оккупировано украинской армией. Каждый день играет на руку ВСУ. Чем дольше они там стоят, тем больше возможностей отбить все контрудары. Часть Курской области захватили за считанные дни, но выбивать войска оттуда, по всей видимости, будут еще очень и очень долго, если вообще смогут. Несмотря на все технические достижения, несмотря на те новинки, что мы видели на этой войне, сегодня, как и в старь, лучшим другом бойца остается лопата. Та самая, про которую еще первый маршал Клим Ворошилов говорил: «Она дана солдату не чтоб щи хлебать, а чтоб землю рыть». Встав на местности даже на непродолжительное время, всякий солдат обязан сразу же вырыть для себя индивидуальную стрелковую ячейку. Сначала для стрельбы лежа. Задержался, если на местности подольше, то углубляешь ячейку для того, чтобы она была предназначена для стрельбы с колена. Затем для стрельбы стоя. Не просто так у каждого солдата должна быть своя малая пехотная лопата. Потом эти ячейки можно соединить траншеями. Получается окоп. Стенки окопа можно усилить деревянными досками или даже цельными стволами деревьев. От траншей отходят ниши, в которых можно переждать сильный артиллерийский налет. Со временем они превращаются в блиндажи с потолками из бревен в несколько накатов. Такие выдержат даже прямое попадание снаряда. Добавим к этому, что позиции бывают основные и запасные. И не только для пехоты, но и для техники, чтобы у танка над поверхностью земли торчала лишь башня с пушкой. Желательно, чтобы такой танк мог быстро сдать назад и выехать, переехать в другой окоп. Сделал выстрел, сменил позицию. Окапывание – процесс, у которого есть начало, но нет конца. Улучшать окопы, от которых зависит твоя жизнь, можно до посинения. Недаром в армии есть характерные шутки: копать отсюда и до обеда или рыть ячейку для стрельбы стоя с лошади. Каждый имеющийся в запасе день тратится на то, чтобы усилить, углубить и замаскировать позиции. Оборудовать их долговременными огневыми точками с бойницами для пулеметов. Заминировать проходы, насыпать брустверы. Поставить ряды колючей проволоки с сигнализацией в виде консервных банок. Сделать эскарпы, то есть искусственную крутизну, мешающую противнику наступать. Помимо солдатских рук существует также специальная инженерная техника, а бетонные и стальные колпаки для дотов бывают фабричного производства. Привози да ставь. Теперь представьте себе, такая оборона может быть выстроена в несколько эшелонов. Захлебываясь в крови, неприятель может едва преодолеть одну линию и обнаружить, что впереди еще несколько. Да и сам город Суджа – это важный опорный пункт. На примере Донбасса мы видим, до чего сложно штурмовать даже небольшие городки. Как это долго, муторно и какой ценой обходится. Если ВСУ действуют по военной науке, то с первого же дня Курской операции должны не только совершать дерзкие вылазки, но и намертво окапываться на оккупированной земле. Для подразделения на передовой это вопрос жизни и смерти. Для политического руководства Украины занятые территории России ценный актив, который нельзя потерять. Да, переговоров сейчас не видно даже на горизонте, но когда-нибудь они обязательно состоятся. И выйти на них с куском Курской области – это в перспективе сильная позиция. Даже несколько сотен квадратных километров международно признанной территории России с точки зрения переговоров стоит больше, чем то, что Путин успел захватить и вписать в Конституцию. За несколько дней ВСУ захватили примерно столько же, сколько российская армия с конца прошлого года. Если украинская сторона не совершит каких-то ошеломляющих глупостей, не пропустит удары по флангам и не станет пренебрегать военными уставами, то армии России в ее сегодняшнем состоянии понадобится еще минимум год, чтобы с огромными потерями выйти обратно к госгранице. Сейчас поговорим об этом подробнее, но сперва реклама. США – это страна возможностей. Первая экономика мира. Одна из лучших стран для ведения бизнеса. Вот только переехать туда не так просто, как часто это рисует реклама. Одна ошибка иммиграционного адвоката, и вы потеряете время, лишитесь денег, заветной визы, а может и близкого человека, который не сможет переехать вместе с вами. Подобная ситуация случилась с российским предпринимателем Алексеем Пудовым, который из-за ошибки адвоката при подготовке визы в США потерял жену. Поэтому Алексей создал собственную компанию «Мигратор», где с иммиграцией помогают только опытные лицензированные адвокаты. С ними вы сможете переехать в США легально и без проблем. А если у вас нет нужных критериев для получения визы, специалисты так вам и скажут до заключения договора. По какой программе вы бы не хотели переехать, будь то политическое убежище, рабочая виза, визы инвесторов, талантов или предпринимателя, вам понадобится помощь иммиграционного адвоката.
И огромный плюс, если такой специалист может говорить на вашем родном языке. В Миграторе работают русскоязычные адвокаты с опытом от 10 лет. Они не только подберут вам подходящий тип визы, но и окажут полную юридическую поддержку, чтобы вы точно смогли переехать. А для моих подписчиков компания предлагает специальные условия. Гарантия результата будет прописана в договоре. Если специалист Мигратора на бесплатной консультации вам скажет, что вы под критерии визы подходите, и компания готова взяться за ваш кейс, значит петицию точно одобрят, ну или сервис вернет вам все деньги в полном объеме. Записаться на бесплатную консультацию вы можете по ссылке в описании. Эмигрируйте без проблем и с комфортом. Продолжим. Мы говорили о том, что российской армии будет крайне сложно пробиться к госгранице. Чтобы хотя бы начать такое движение, следует накопить группировку раза в 3 превышающую силы противника как минимум. Наступать всегда тяжелее, чем обороняться. У наступающих должен быть многократный численный перевес. И желательно даже не в 3, а в 7-8 раз. Спрашивается, а откуда брать такие силы? Ответа может быть только два. Новая волна мобилизации или переброска войск с других фронтов. Провести новую волну мобилизации – отличный способ сделать из одной проблемы 10, и немал шанс таки исчерпать все запасы терпения у жителей России. Что же касается переброски сил с других фронтов, то такое не делается моментально. А ВСУ меж тем осваивают захваченные территории и выстраивают оборону. Кроме того, в новостях то и дело возникают несколько парадоксальные сообщения об успехах российской армии на Торецком и Покровском направлениях в Украине, продолжающихся боевых действиях в Харьковской области и близ городка Часов-Яр. С политической точки зрения это нонсенс. Кому нужны дополнительные сотни метров продвижения в сторону украинских Торецка и Покровска, когда российская территория оккупирована и продолжает теряться? И тут кто-то мог бы возразить, а российская Суджа для России же в миллион раз важнее, чем украинский Торецк. Однако военно-политическое руководство России действует в рамках своей причудливой логики, а не в интересах страны, иначе бы и войны никакой не было. В остатке имеем следующее. Путин может оставить в покое города Украины, чтобы попытаться отвоевать районы Курской области, однако без гарантии успеха. А может забить на территорию России и продолжать, пусть черепашьими темпами, но наступать. И последний вариант вполне в духе решений последних 2,5 лет. Третий вариант – вновь рискнуть устойчивостью политической системы и мобилизовать дополнительно сотни тысяч российских мужчин. Правда, мобилизованных нужно не только отловить по стране, но хоть чему-то обучить, вооружить, обеспечить техникой. Найти соразмерное количество командиров. Политическая система, может, и переживет новую волну мобилизации, хотя не просто будет. Но вот у военного ведомства будут большие проблемы. Есть также вариант массово отправить в бой срочников. Какие-то признаки проработки такого решения мы видим прямо сейчас. Самый экзотичный способ справиться с кризисом, ну или попробовать это сделать, выпросить у какого-нибудь диктатора не только снаряды и ракеты, но и солдат. Сколько было разговоров в начале войны, что, мол, за русский мир в Украине встанут десятки тысяч арабов и северокорейцев. Может быть, еще увидим попытки реализовать что-то подобное в жизни. Теперь к вопросу о российских беженцах, которых, повторюсь, может быть около 200 тысяч. В первой половине 90-х уже была подобная проблема, когда Чечня вышла из-под контроля федерального центра, тоже было около 200 тысяч беженцев. Но тогда Россия, страдающая от дисфункции всех своих государственных органов, как-то обустроила беженцев на своей территории. Эти люди не оказались в вакууме, обрели новое жилье. Теперь же значительную часть беженцев из Курской области власти везут в оккупированный российской армией украинский город Бердянск. Не знаю, какая уж тут могла использоваться извращенная логика. Может быть, подумали, что типа в Бердянске много свободных квартир от того, что из него уехали украинцы. А российская погранслужба под любыми предлогами не пускает в оккупированные города тех граждан Украины, кто хочет въехать туда со стороны России и заявить права на свое жилье. Таких людей пограничники часто разворачивают, а их квартиры признаются бесхозными. Власти используют россиян как своего рода воткнутый флаг. Смотрите, мол, это наше. Это ошеломляющий, конечно, цинизм. Принять российских беженцев не в России, а воспользоваться ситуацией и сделать из них своего рода гражданских оккупантов. Кто бы мог подумать, что новой горячей точкой на карте России станет Курская область. Многие россияне знают это место как Соловьиный рай, где расположена Курская магнитная аномалия и родина одной из лучших КВНовских команд «Прима Курск». Какая вообще там может быть война? Разве что в июле месяце соберутся реконструкторы в форме образца 43-го года, чтобы разыграть сражение под Прохоровкой, да и все.
Курская область не Чечня, где клубок неприятностей завязывался с 19 века. Может, регион не столь успешный по сравнению с соседней Белгородской областью, но со времен битвы на Курской дуге регион мирный, где ничто не предвещало беды. Где до февраля 23 года попросту некому и не с кем и не за что было воевать. В России при всех ее объективных проблемах были вещи, которые, казалось бы, невозможно испортить. Это мирная жизнь в Белгородской, в Курской, в Ростовской, Воронежской и Орловской областях. Кто там бывал, знают. Август – время жары, жизнь немного замедляется. Под палящим солнцем хочется устроить сиесту, а не думать о том, как в один день перекроить всю свою жизнь. Принести горе, разрушение и смерть в те края – задача нетривиальная. Нужно поистине незаурядный талант. И в данном случае я не о полководческих качествах украинского генерала Сырского, а об одном отдельно взятом российском политике, который похож на героя анекдота, того самого, который один чугунный шар сломал, а второй потерял. Война в Курской области – это совершеннейший нонсенс, который, однако, является прямым следствием и неотъемлемой частью еще большего абсурда – нападения России на Украину. Кто мог себе это представить? 24 февраля 2022 года произошло то, чего не должно было произойти никогда. И каждый день мы видим последствия, которых не должно было быть. До завтра.